Привет, армия! Смешно, раздражает и абсурдно, как Тэхён и Чингук составляют пару всей индустрии, но не друг другу, когда они единственная настоящая пара. Почти комично, если не сказать откровенно раздражающе, видеть, как каждый день о них появляются новые слухи из-за малейшего взаимодействия с кем-либо. Одного взгляда, фотографии, одного слова достаточно, чтобы интернет взорвался бессмысленными заголовками. Как будто дышать одним воздухом с другим артистом – достаточная причина для того, чтобы завести роман. Тэхён и Чингук – айдолы К-поп, часть огромной и требовательной индустрии, где посещение мероприятий, гала-концертов и церемоний награждения – неотъемлемая часть их профессиональной жизни. Конечно, они встречаются с другими артистами, общаются с ними, делят сцену или улыбаются на камеру. Это нормально и совершенно профессионально. Однако, похоже, некоторые люди отказываются понимать разницу между дружеским общением и романтическими отношениями. Самое примечательное, что за все эти годы Тэхён и Чингук ни разу не дали повода думать, что любят кого-то, кроме друг друга. И все же каждый день их пытаются связать с кем-то еще. Это отвратительно, а порой даже жестоко, постоянно находиться в паре с разными людьми, независимо от того, мужчины они или женщины, по настолько случайным причинам, что это почти смешно. Следующим шагом, если так пойдет и дальше, станет чтение о том, что Тэхён и Чингук влюбились просто потому, что дышали одним воздухом на каком-то мероприятии. Вчера Тэхёна связывали с 3 разными женщинами. Увидев заголовки, я не знала, смеяться мне или плакать. Я смеялась, но смех был усталым, таким, какой появляется, когда что-то выходит за рамки логики. Читать эти безумные теории о том, что они якобы встречаются с одним и тем же айдолом, было просто нереально, как будто некоторые люди соревновались в том, кто напишет самый безумный слух. Я искренне надеюсь, что однажды Тэхён подаст в суд на всех, кто распространяет подобную чушь, потому что это не только вредит его имиджу, но и принижает их отношения, настоящую связь, которую ясно видели все, кто следил за ними годами. Однако худшее – это не сам слух, а то, откуда он взялся. Все началось с группы людей, которые упорно отказывались принять правду, их кумир годами лгал им, создавая образ, не соответствующий действительности. Они говорили, кричали и обвиняли, утверждая, что Тэхён был в отношениях со всеми, игнорируя правду, которая всегда была прямо перед ними. Правда о гетеросексуальности Чимина была раскрыта его собственной девушкой, а их отношения подтвердило их агентство. Все было предано огласке, но фанаты оставались в плену своих фантазий, отказываясь видеть очевидное. Они предпочли бы жить во лжи, чем принять истинную правду. И затем, чтобы поддерживать эту иллюзию, они создали, исказили и сфабриковали невозможные отношения. Они были неразрывно связаны с Тэхёном, с каждым, кто подходил к нему, встречался с ним взглядом или делил с ним сцену. Они не могли вынести мысли о том, что их история рухнет, поэтому создали дымовую завесу, чтобы скрыться от реальности. Но как бы они ни старались, они не могли ничего изменить. Тэкук, их близкий парень и предполагаемый партнер, подарил нам один из самых прекрасных и драгоценных моментов, которыми они когда-либо делились с нами. Этот прямой эфир был не просто обычным, это окно в их мир, один из тех моментов, когда, сами того не осознавая, они открывают двери своих сердец и впускают нас в свою жизнь, словно мы молчаливые свидетели любви, которая кажется такой настоящей, такой искренней, такой их собственной. Все начинается с маленькой детали, которая для многих остается незамеченной, но для тех из нас, кто следит за их историей, она значит гораздо больше. Мы узнаем, что эти двое влюбленных используют рейв-приложение, позволяющее им синхронизировать свои телевизоры, чтобы они могли смотреть что-то одновременно. Это простая, но очень символичная функция, поскольку она очень популярна среди пар, которые хотят делиться моментами на расстоянии, видеть друг друга и чувствовать близость, даже когда они не находятся в одном месте. И вот они, Тэхён и Чингук, разделяя этот опыт, как будто это было самым естественным явлением в мире, как будто Вселенная совпадала каждый раз, когда они решали провести время вместе. Тэхён включил телевизор этим небрежным жестом, в то время как Чингук взял пульт и начал искать Уинтерерхед. И в этом маленьком, повседневном действии было что-то волшебное, утешение того, кому больше не нужны слова, чтобы понять друг друга.
С этим заботливым взглядом Чингук не мог не позволить своему голосу звучать немного тише, когда он позвал его. А затем, словно любовь вырвалась без разрешения, он мягко похвалил его: «Он такой красивый». Тэхён улыбнулся со смесью застенчивости и уверенности, которая приходила только с ним. И там, в этом коротком обмене репликами, можно было почувствовать все. Но никто не ожидал, что произойдет дальше. Как только прозвучали слова «Я буду с тобой», Чингук посмотрел на него так, что время остановилось. Этот взгляд не нуждался в переводе, взгляд, который без слов говорил: «Он только мой». В этих глазах смешались гордость, привязанность и преданность, которые невозможно было скрыть. Глаза — зеркало души, и глаза Чингука в этот момент все это раскрыли. И вот тут-то и случилось самое прекрасное. На несколько минут Тэкук забыл, что они в настоящем времени. Они позволили себе увлечься своей истинной сущностью, две души, беззаветно любящие друг друга. Их жесты говорили на языке, понятном только им. Чингук похвалил Тэхёна не только его красоту, но и его мужественность, и сделал это с той смесью уважения и восхищения, которая свойственна лишь тем, кто по-настоящему любит. Тон его голоса слегка изменился, он стал теплее, глубже, словно в каждом слове заключалось признание, которое ему больше не нужно было скрывать. Этот момент был настолько естественным, что невозможно было не улыбнуться. Это была любовь и ничего больше. Каждый их жест отражал одно и то же: нежность, привязанность, преданность. Тэкуки всегда были такими, друг для друга, самыми красивыми и дорогими сердцу людьми, независимо от того, как они выглядели, независимо от слухов или голосов окружающих. Их делало особенными не то, что они говорили или показывали, а то, чем они делились, когда были вместе. То, как они смотрят друг на друга, как они смеются вместе, как они находят убежище друг в друге, вот что отличает их от просто коллег или друзей. Неважно, что говорят скептики или рассказывают истории, которые пытаются их разубедить. Сколько бы людей не пытались их соединить, правда в том, что между ними есть что-то неразрывное, связь настолько глубокая, что выходит за рамки любого внешнего повествования. То, что их объединяет, это не просто привязанность или дружба, это связь, выстроенная годами, с доверием, уважением и любовью, которую не нужно провозглашать, чтобы почувствовать. Самый показательный аспект связи Тэхёна и Чингука заключается не в одном изолированном жесте, но в тихом накоплении множества, казалось бы, случайных деталей, которые, складываясь, создают невидимый узор. На первый взгляд эти моменты могут показаться спонтанными, мимолетными, которые любой наблюдатель может упустить, но при ближайшем рассмотрении вы обнаружите тонкую, почти незаметную хореографию, которой владеют только они. Каждая улыбка, каждое случайное прикосновение, каждый обмен взглядами содержит тайный язык, не требующий перевода. Тэкукеры не ограничиваются отдельными жестами, их взаимодействие имеет свой собственный ритм, эмоциональная рутина, которая повторяется всякий раз, когда они вместе, создавая естественную и в то же время непоколебимую близость. Эта рутина делает их больше, чем просто друзьями, больше, чем просто лучшими друзьями. Она создает ощущение, будто они часть одной и той же вселенной, понятной только им, где каждое действие имеет вес, а каждое молчание говорит больше, чем 1000 слов. Но именно тогда, когда кажется, что все зависит от этих крошечных фрагментов, происходит неожиданное. В тот самый момент, когда были произнесены слова «Я буду с тобой», Чингук посмотрел на нее так, что время остановилось, мир вокруг исчез, а каждая секунда казалась бесконечно длиннее. Это был взгляд, наполненный смыслом, взгляд, не нуждавшийся в переводе, взгляд, который говорил без слов: «Она только моя». В этих глазах была смесь, которую невозможно игнорировать: гордость, привязанность, преданность и намек на нескрываемую нежность. Эти глаза были зеркалом души, и взгляд Чингука в тот момент рассказал целую историю, которая раскрыла глубину их связи и надежность взаимной привязанности, не терпящей никакого вмешательства. Одним из самых захватывающих аспектов их отношений было то, как они общались без слов, как мельчайшие жесты, паузы, молчание передавали больше, чем могли бы сказать слова. Некоторые считают, что все, что происходило между ними, было частью фан-сервиса или спектакля для камер, но была огромная разница между постановочным действом и той подлинностью, которая царила, когда они были вместе.
Каждый жест, каждый взгляд, каждое прикосновение происходили так, словно вокруг никого не было, словно само время вращалось, и только они двое существовали в вакууме. Естественность ощущается в каждом прикосновении, в каждой сдержанной улыбке, в каждом мгновении, когда их взгляды встречаются и соединяются, создавая безмолвный диалог, понятный только им. И хотя некоторым это может показаться незначительным, каждый микрожест усиливает эмоциональную рутину, объединяющую их, невидимую хореографию, которая поддерживает их связь и делает их связь подлинной, неизбежной и чарующей.